Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, но с новым узорчиком. И сразу акцентирую ваше внимание о том, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики универсальны, поэтому пробуйте вязать из любой пряжи, не только из такой, с которой показываю я. Ну а я сегодня вяжу вот с такими ниточками работаю. Визель Rainbow Angora. Кому интересен цвет 31. Далее по составу. Что за ниточки? В 100 граммах 550 метров. Это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Здесь нам советует производитель, что нужно брать крючок спицы 5-6 мм. Но я данную пряжу, получается, вязала троечкой. Меня, в принципе, все устраивает, поэтому я сегодня буду вязать троечкой. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию, какой вам советуют брать крючок, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 11 петелек. Давайте я, например, наберу 3 раппорта. Так, это получается 33 воздушные петельки. И еще 4 петельки дополнительно, чтобы узорчик ровно закончился. Получается 33 плюс 4, 37. Я буду набирать 37 воздушных петелек, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Все как всегда. В начале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я буду набирать 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, как во многих узорчиках, предлагаю сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. Следующую петельку. Точно так же нырнули, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И так мы проходим по всей цепочке, то есть весь ряд провязываем столбиком с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков, которые вы провяжете, должно быть равно количеству петелек, которые вы сделали в цепочке. То есть, если я набрала 37 воздушных петелек, должно получиться 37 столбиков с накидом. Ну, а вы контролируйте себя, сколько вы набрали, больше, меньше петелек. Вот, и самое главное, не забывайте, что вот 3 петельки, которые мы подъема сделали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Самостоятельно давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наш ряд столбиков готов. Теперь мы приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. И следующие вот 3 столбика. Раз, два, три. Провязываем столбиками с накидом. Это уже непосредственно сам узорчик. Итак, столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. Два. Столбик с накидом. 3. Вместе с 3 петельками подъема, вот с этими получается 4 столбика с накидом. Далее воздушная петелька. Смотрим внимательно. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик ныряем. Есть. Провязали 3 столбика с накидом. Раз. Накид сюда же, в эту верхушку этого же столбика. 2-й столбик с накидом. И 3-й столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик. И провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. И у нас с вами получается как бы вот такой вот веерочек. Видите? Красивый. Далее делаем одну воздушную петельку,
Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 столбик провязываем столбик с накидом. Раз. Получается, в следующий столбик провязываем столбик с накидом 2. В следующий столбик с накидом 3. И в следующий столбик с накидом 4. То есть те же самые 4 столбика с накидом у нас получились, сами видите, которые у нас были в самом начале нашего ряда. То есть дальше мы делаем только повторение. Итак, давайте повторим. 1 воздушная петелька, получается. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 столбик провязываем веерочек. Для начала 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. Столбик с накидом 2. И сюда же столбик с накидом 3. 2 воздушные петельки. Раз, два. Возвращаемся сюда же и опять провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же вернулись 2. И сюда же вернулись 3. Вот получается еще один веерочек у нас сформировался. Видите? Вот веерочек. Вот веерочек. Опять сделали воздушную петельку. Пропустили 3 столбика. Раз, два, три. И с 4 начинаем провязывать опять 4 столбика с накидом. И так вот вы чередуете столбики, веерочек, столбики, веерочек, столбики, веерочек, столбики, веерочек до конца вашего образца. Договорились? Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот наши столбики, веерочки готовы. Закончили мы ряд точно так же, как мы начали. 4 столбика с накидом. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот наши 3 еще, да, оставшиеся столбика мы провязываем просто как столбики с накидом. То есть столбик над столбиком. Есть столбик. Дальше следующий столбик. И еще один столбик. Все столбики с накидом. Вот, получается, наши 4 столбика, если считать вот эти 3 петельки подъема за столбик. А далее смотрите, как интересно. Накид. Вот наш веерочек. Так. Мы шагаем к началу веерочка и вот так вот захватываем сзади наперед. Вытягиваем ниточку и протягиваем ее до высоты столбиков. Вот так вот. И не провязываем, держим на крючке. Раз. Накид. Сюда же опять ныряем. Потянули 2. Накид. Сюда же ныряем. Потянули 3. На этом этапе вы можете остановиться, но я хочу сделать еще 4 и 5. Конечно, чем больше накидов, чем больше петелек, тем эффектнее выглядит пышный столбик. А мы сейчас будем делать пышный столбик. Провязали все вместе и зафиксировали. Вот. Но не забывайте, чем больше петелек, да, чем больше получается самих накидов, то эффектнее получается пышный столбик, но и пряжа он съедает очень много. Далее, накид. Вот наша получается арочка от веерочка. Мы в эту арочку ныряем и провязываем 8 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот, получился такой вот веерочек. Начали мы, получается, таким пышным столбиком и закончить должны тоже пышным столбиком. Поэтому накид. Ныряем опять в основание нашего веерочка. Смотрите, вот таким вот образом. Оп. Беремся поудобнее. Вытягиваем ниточку до высоты столбиков. Раз, не провязываем. Сюда же накид 2. Накид 3. Здесь вы можете закончить пышный столбик. Я буду делать 5 накидов, 5 петелек. 4, 5. Все вместе провязали за один раз и обязательно зафиксировали. По итогу, что мы имеем? Вот у нас такой вот интересный веерочек. Начинается и заканчивается пышными столбиками, и на верхушке получается 8 столбиков с накидом. Интересно? Интересно. Идем дальше. 2 накида. Раз, два, три, 4. 4 столбика. Идем к третьему. Захватываем его сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Получается рельефный лицевой столбик с накидом. Опять 2 накида. К 4 столбику идем и точно так же его провязываем. Крючок сзади наперед, столбик перед крючком. Вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки,
2 петельки. То есть у нас получились такие вот столбики наискосок. Теперь возвращаемся к первому и ко второму столбику. Точно так же. 2 накида. В начале первый столбик захватываем. Сзади наперед, как рельефный лицевой столбик. Вытянули ниточку. И провязываем точно так же по 2 петельки. 2, 2, 2. Есть. Как бы так вот наискосок, да, столбики. 2 накида и оставшийся второй столбик точно так же провязываем. Крючок сзади наперед. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот, были 4 столбика, стали тоже 4 столбика, только стоят они вот так вот крестиком. Все, не сложно? Не сложно. Дальше накид, опять наш веерочек. Мы точно так же вначале делаем пышный столбик, захватываем основание, да, сзади наперед, вытягиваем ниточку и вытягиваем до высоты наших столбиков. Раз. Сюда же нырнули 2, сюда же 3, я буду делать еще 4 и 5, чтобы были попышнее. Ну, конечно, пряжа скушает. Все вместе провязали, зафиксировали. Опять получается, вот в арочку провязываем 8 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот картина, да? Видите? И опять заканчиваем наш веерочек пышным столбиком. Накид. Ныряем в основание. Вот таким образом захватываем основание. Вытягиваем ниточку. Подтягиваем до столбиков, до высоты. Держим на крючке. Раз. Сюда же. 2. Сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. Провязали, зафиксировали. Угу. Понятно? Далее у нас тут 4 столбика опять. Раз, 2, 3, 4. Провязываем как рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Начинаем с 3 столбика. 3 провязываем 2 петельки, 2 петельки. Секундочку. 2 накида, 3 столбик, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида, 4 столбик, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида, возвращаемся к первому. Первый столбик, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки и остался у нас, вот он, второй столбик, точно так же. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Угу. Вот такие вот крестики, вот такие вот веерочки. Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая вот первоначальная красота у нас получается. Что мы делаем дальше? Мы закончили ряд, получается, 4 столбиками, точно так же, как начинали. Далее 3 петельки подъема. И вот эти вот столбики, которыми мы начинаем и заканчиваем ряд, всегда будут по 4 обычных столбика с накидом. Договорились, да? Вот, второй столбик, 3 столбик и 4 столбик. Теперь наша с вами задача, мы как бы будем повторять первый ряд, но с особенностями. Итак, для начала воздушная петелька, накид. У нас здесь было с вами 8 столбиков. Отсчитываем 4. Раз, 2, 3, 4. Верхушку 4 ныряем, провязываем 3 столбика с накидом. Так, провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Есть. Далее вспоминаем. У нас здесь было 2 воздушные петельки. И мы делаем 2 воздушные петельки. Накид. И ныряем не в этот же столбик, получается, а в следующий. Получается. Нырнули и провязываем точно так же 3 столбика с накидом. Раз. 2. 3. Есть. Вот наш веерочек точно так же, как в самом первом ряду. Опять воздушная петелька. Здесь у нас с вами 4 столбика с накидом. И мы их с вами будем провязывать тоже рельефными столбиками, чтобы рельефность сохранить.
Мы, получается, их будем здесь провязывать рельефными изнаночными. Смотрите, накид сделали. Далее захватываем наш столбик наоборот, спереди назад. Видите? Получается, столбик у нас за крючком. Вытянули ниточку и провязываем, как обычный столбик. 2 петельки, 2 петельки. Накид. Второй столбик. Точно так же. Спереди назад захватываем столбик. И получается у нас столбик. Вот он. Находится. Сейчас, накид. Спереди назад. Столбик находится за крючком. И провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Накид. Третий столбик. Точно так же захватили. И провязали рельефный изнаночный столбик с накидом. И четвертый. Вот. Получается, с этой стороны мы видим горизонтальные вот такие полосочки. Значит, рельефный изнаночный. А когда переворачиваем, то столбики у нас получаются лицевые. Видите, как бы продолжение идет нашей косички. Когда узорчик подрастет, будет очень красиво. Все, идем дальше. После 4 столбиков мы опять делаем воздушную петельку. Отсчитываем 4 столбик. 1, 2, 3, 4. В 4 столбик провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. И в следующий, получается, в 5 столбик точно так же провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Поняли, да? Мы в первом ряду точно так же делали веерочек, столбики, веерочек, столбики, веерочек, столбики. Единственное, что получается здесь столбики рельефные, изнаночные. Воздушная петелька, давайте еще раз повторим. Накид. Берем столбик, получается, спереди назад. Столбик у нас за крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Есть. Далее второй столбик точно так же берем. Вытягиваем ниточку, 2 петельки. Третий столбик. Точно так же столбик за крючком, вытянули ниточку, 2 петельки, по 2 петельки. И последний столбик точно так же. Поняли, да? Все. Несложно. Я думаю, что несложно. Принцип уже понятен. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы опять провязали наши столбики, наши веерочки. Заканчиваем мы, получается, обычными столбиками. 4 столбика. Точно так же, как и начинаем. Далее 3 петельки подъема, поворот. Обычные столбики мы провязываем обычными столбиками с накидом. Это у нас получается второй, да, если 3 петельки считать за первый. Это у нас третий. И это у нас четвертый. И вспоминаем. Теперь мы будем провязывать точно так же, как мы провязывали второй ряд. То есть пышные столбики, 8 столбиков и еще пышный столбик. Итак, накид. Вот основание нашего, получается, веерочка. Точно так же сзади, да, наперед, вот так вот мы шагаем. Вытягиваем ниточку, подтягиваем до высоты столбиков. Держим на крючке, не провязываем. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. И я сделаю 4 и 5. Вы можете делать больше, можете делать меньше, на ваше усмотрение. Все вместе провязали, зафиксировали. Далее у нас идет арочка нашего веерочка, и в арочку провязываем 8 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, 5, 6, 7, 8. Поняли, да? И опять идем к основанию веерочка, захватываем, получается, вот таким вот образом. И вытягиваем ниточку до высоты столбиков. 1, накид сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. Провязали все вместе, зафиксировали. То есть вот, видите, над веерочком вот такой же веерочек. Далее смотрите, какая особенность. Вот у нас опять 4 наших столбика, и мы будем с вами повторять точно так же, как мы делали вот во втором ряду. То есть мы берем вначале за 3 столбик, рельефный лицевой будет здесь у нас столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. 2 накида. 4 столбик провязываем. 2, 2, 2 петельки. 2 накида, возвращаемся к первому столбику. Их хорошо видно, вы не пропустите. Первый столбик провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Секундочку.
2 петельки, 2 петельки, 2 накида и оставшийся столбик второй тоже провязываем как рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. Вот, видите? И у нас опять заворачивается косичка. Класс, класс. А здесь у нас точно такие же веерочки, как вот первый, второй ряд. Несложно, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот такая вот по итогу получается красота. Замудренная, да? Вот. Получается, что вы делаете обратно? Опять 4 обычных столбика и здесь веерочек. Помните, да? В 4 и в 5 столбик. Здесь вы провязываете 4 столбика рельефных изнаночных. Веерочек 4 столбика, веерочек 4 столбика. Обратно будете возвращаться, опять будете провязывать пышные столбики и 8 обычных столбиков. Тут опять будет косичка и так далее. То есть повторение. Всего лишь узорчика 2 ряда. И получается, вы будете повторять до нужного вам размера. Давайте встретимся через несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Должно, в принципе, получиться очень даже интересно и оригинально. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня по итогу получается красота необыкновенная, да? Неожиданно вот так вот такая картина. Я думала, что он будет плотненький, если честно. Он получился такой дырявчатый. То есть это, возможно, такие жилеточки, возможно, кардиганчики, кофточки такие дырявчатые, чтобы под низ можно было что-то одеть, да? Но что-то интересненькое в этом узорчике есть. И косички вот эти интересные, да? И вот эти пышные столбики. Вы можете делать их пышнее, можете делать не такими пышными. И обязательно пробуйте из любой пряжи, потому что на разной пряже узорчик выглядит по-разному. Ну, я считаю, что это изнаночка. Вот, видите, горизонтальные линии, это получается рельефные изнаночные столбики. Ну, может быть, кому-то эта сторона больше понравится, да? Ну, по мне так вот, думаю, что это лицевая сторона. Так, я, в принципе, увидела переход цвета. Грязно такой розовый. Потом идет темно-серый, переходящий в светло-серый. И даже начинается вкрапление белой ниточки. А потом, получается, смотрите, идет беленькая, переходящая в серую, в темно-серую. Потом будет, получается, грязно-розовый, розовый цвет. Но это уже на следующий узорчик. А вы пробуйте не только из секционного окрашивания, из меланжевого, и хлопок пробуйте, и пробуйте с добавлением бамбука, мохера там и так далее, далее, потому что на разные пряжи узорчик выглядит по-разному. Давайте замерим красоту. Итак, я, получается, набирала сегодня 37 воздушных петелек. Если моя пряжа, мой крючок, да, моя плотность вязания, то у меня получается, ну, практически 19, да, вот, 18 с хвостиком. А тут, смотрите, получается. Смотрим по косичке, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и наборный 10. Так, 10. Это у нас, ну, тоже 10 и 9, да? Практически 11 сантиметров. Вот. Еще хотела показать, как я закончила ряд. Тут же у вас, смотрите, получается, идет веерочек, да? А потом вот так вот столбики идут. Потом 5 веерочек, столбики, то есть волнами, да? И как выровнять край. Смотрите, что я сделала. После, получается, веерочка. Следующий ряд идет столбики с накидом. 3 воздушные петельки. Вот здесь, как в самом начале. 3 воздушные петельки мы пропускали. Ну, 3 столбика, вернее, мы пропускали. А в верхушку веерочка я провязываю столбик без накида. И автоматически, видите, краешек выравнивается. Опять 3 воздушные петельки. 4 столбика с накидом. 3 воздушные петельки. Столбик без накида. Видите? И обратно я вернулась столбиками с накидом. Все четко. Когда 4 столбика идут с накидом, я тоже провязываю 4 столбика. Когда 3 воздушные петельки, я провязываю 3 столбика. Когда столбик без накида, я провязываю 1 столбик с накидом. Поняли, да? Все. И у вас ровное количество столбиков, как у вас было в самом начале. То есть, есть, например, палантинчик, да? Все ровненько, аккуратненько. Кофточки, кардиганчики. То есть, пожалуйста. Единственное, что подумала, наверное, жилетка. Жилетка-палантин, да? Подбрасывайте идейки в комментарии, что можно связать данным узорчиком. Узорчик, конечно, специфический, согласитесь, да? Вроде как бы и пышные столбики, но такой дырявчатый. Ну, зато интересно в копилочку ваших узорчиков. Возможно, вы скомбинируете с каким-либо узорчиком. То есть это же вообще можно, правильно? Вы же большие дизайнеры. Вот. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Забирайте себе в копилочку. Не забудьте поставить лайки, если, конечно, вам понравилось. И подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будет приходить уведомления.
Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.